Всем привет, меня зовут Анна Грынев, и в эфире моя рубрика «Типичный журналист». Вы просили меня рассказать о стендапах, о том, что это, для чего они нужны и как их записывать, поэтому сегодня целый выпуск посвящаем стендапам. Большинство советов, которые я здесь даю, основаны на моем персональном опыте, но в любом случае я готовлюсь к каждому выпуску и читаю какие-то другие мнения, читаю мнения, советы людей, которые также имеют отношение к этой сфере. Но моя любимая часть подготовки — это чтение методических рекомендаций от тех или иных вузов. Я в полном восторге от того, что чаще всего советуют начинающим журналистам, либо ребятам, которые учатся на факультетах журналистики, либо тем, кто начинает учиться на каких-то курсах журналистики. Это моя любимая часть. С некоторыми рекомендациями я, конечно же, согласна, но большая часть этих советов не имеет никакого отношения к реальной работе журналиста. И вот как раз эти методические рекомендации для начинающих журналистов мы разберем в следующем видео. Я уверена, вам будет интересно. Ну а сегодня говорим о стендапах. Если совсем коротко и просто, то стендап — это появление журналиста в сюжете, когда он доносит вам какую-то информацию, находясь при этом в кадре. Пишите стендапы, и это первый мой и, наверное, главный совет. Стендапы очеловечивают ваши сюжеты и делают их интереснее. Да, я знаю, что запись стендапа для начинающего журналиста — это всегда стресс, но чтобы это не было таким некомфортным для вас событием, готовьтесь к ним. Так же, как вы готовитесь к любой съемке, так же, как вы готовите вопросы для вашего спикера, подготовьте несколько тезисов, связанных с будущей съемкой, чтобы упростить процесс записи стендапа. Я понимаю, что во время самой съемки условия стендапа могут поменяться, но тезисы, которые у вас есть, вам очень помогут, и вы можете их просто адаптировать под то, что происходит уже на съемочной площадке или во время того события, о котором вы рассказываете. Не записывайте сразу большие и сложные стендапы. Придумывайте себе несколько строчек, но делайте так, чтобы каждый ваш сюжет выходил с вами в кадре. В любом случае, хороший стендап — это вопрос практики. Чем больше вы будете записывать стендапов, тем проще вам будет это делать в дальнейшем и делать это даже без подготовки. Об этом мой следующий пункт — ловите момент. Круто, если вы подготовили все заранее, прописали заранее, иногда можно отснять материал и дозаписать отдельно стендап уже в других локациях, но классно, если вы не боитесь и записываете это прямо на месте событий. Когда позади горит какое-то большое здание или какое-то ДТП, сигнальная лента, много полиции, или опять же военные учения, и вы записываете ваш стендап на фоне взлетающего вертолета или наоборот, который садится, или же это какое-то праздничное событие, и вы записываете свой стендап не где-то вдалеке на фоне, а прямо внутри, в разгар этого празднования, это тоже будет очень круто. Умение записать крутой стендап прямо во время события — это тот навык, который будет давать вам очень много преимуществ, и вы увидите, насколько ваши сюжеты круче смотрятся на фоне ваших коллег. Также помните, что стендапом можно заменить видео, которого не хватает. Не всегда есть возможность достать то или иное видео, отснять то или иное видео. Не всегда есть возможность воспроизвести то или иное событие для того, чтобы его доснять или найти архив. Если вы понимаете, что у вас есть сюжет, но 50-70% этого сюжета нечем перекрывать, кроме проходок людей на улицах, записывайте стендап. Кроме того, есть еще такой классный момент, который называется «Американка». Это такой длинный стендап журналиста. Вы можете весь сюжет сделать в таком стиле, вы можете весь сюжет находиться в кадре и только некоторые ваши тезисы перекрывать тем или иным видео. Но если вы понимаете, что с видео проблемы, то придумайте какой-то классный формат и запишите ваш сюжет с собой в кадре. Важный момент, о котором я говорю всегда: стендапом писать нужно, это очень классно, но не забывайте о том, что стендапы созданы не для того, чтобы показать вас в кадре, какими бы красивыми вы ни были. Стендапы созданы для того, чтобы сделать ваш сюжет интересней и для того, чтобы зрителю было понятней и интересней смотреть тот материал, который вы представляете. Поэтому, записывая стендапы, думайте в первую очередь не о себе, а о зрителе. Следующий и неочевидный совет — дружите со своим оператором. Не стоит думать, что съемка — это только ваше дело, и что съемка стендапа в том числе — это только ваша история. Дружите со своим оператором, делитесь идеями со своим оператором, просите о помощи у своего оператора, предлагайте какие-то идеи ему и просите
его помочь вам. У вас с оператором разные ракурсы и разные взгляды на съемки. Иногда оператор может вам подсказать много классных идей, о которых вы даже не догадываетесь. Оператор сориентируется на месте и скажет, какой микрофон лучше вам использовать. Взять петличку или работать с вашим обычным, привычным вам микрофоном. Оператор может подсказать вам взять какую-то GoPro или же снять часть на телефон и потом переключиться на камеру, или вообще взять коптер для съемки стендапа. Да и в целом это хорошая практика быть в нормальных рабочих отношениях с вашими операторами. И следующий совет: дружите с монтажерами. Столько классных переходов и идей, и сколько мне подсказали монтажеры, мне, наверное, даже операторы не подсказывали. У монтажеров вообще отдельный взгляд на вашу работу в кадре. Более того, они целыми днями пересматривают материалы разных людей, видят их сильные и слабые стороны, монтируют, склеивают, видят ракурсы съемки. Я не говорю о том, что это должен быть какой-то сумасшедший креатив с классными веселыми переходами и так далее. Нет, нет. Просто монтажеры могут подсказать какие-то интересные, необычные решения для вашего стендапа и сказать, как они могут это на монтаже улучшить. Поэтому, если у вас есть какая-то задумка, и вы понимаете, что она сырая, или, например, вы не знаете, как это классно снять, советуйтесь с редактором, конечно же, в первую очередь, советуйтесь со своим оператором и советуйтесь с монтажером. Круто, когда стендап не просто показывает вас в кадре, не просто рассказывает о том, что происходило, не просто дополняет сюжет, а и дает зрителю возможность увидеть на своих глазах масштабы того или иного события. Когда вы лично, находясь рядом с чем-либо, можете показать, насколько оно маленькое или большое, насколько этот памятник огромный, насколько этот рекорд Гиннесса рекордный, насколько это событие шумное, насколько погода плохая и так далее, и так далее. Я много в этом видео говорю о том, что нужно как-то выходить за рамки, советоваться с операторами и монтажерами, которые подскажут вам интересные решения для стендапа, но держите свою креативность в руках. Ваша излишняя креативность может смотреться не так, как вы ожидаете. Это может выглядеть смешно, это может выдавать в вас то, что вы молодой начинающий журналист. И я вот сейчас вспомнила сюжет одного из центральных украинских телеканалов, где журналистка держала спичку в руках, и это была такая неловкая пауза на 10 секунд. А потом, когда она догорела, она сказала, что время, не помню, как точно она сформулировала, время такой-то политики уже догорает. И это были новости. Если бы она просто донесла ту или иную информацию в кадре, связанную с темой, без каких-то штампов и фраз, что время догорает, без пачки спичек в руках, было бы гораздо лучше. Не пытайтесь показать свою гениальность и рассказать и записать стендап с первого раза, особенно если там текста на большой абзац. И я думаю, что здесь мне просто все операторы будут хлопать за то, что я посоветую журналистам разбивать на части ваши большие стендапы, писать их частями. И, конечно же, предварительно оговорить это с оператором, чтобы он менял планы и чтобы они были корректными для монтажа. Потому что я прекрасно знаю, что больше всего времени во время съемок новостей или какого-то сюжета тратится на запись стендапа журналиста и на эти 50 дублей, где он оговаривается, ошибается, не может запомнить текст. Если вы понимаете, что у вас с этим трудности и проблемы, то разбивайте свой текст на короткие фрагменты. Кроме того, не пытайтесь выговорить весь текст, который только можно, потому что вы хотите побольше побыть в кадре. Ну и последний момент — это ваш внешний вид в кадре. И здесь я, наверное, выделю два направления. Первое — это когда вы просто неопрятные, неухоженные, у вас голые открытые плечи, какие-то неаккуратные рубашки, майки, футболки, в зависимости от погоды. И второе, когда вы, вот так, как я сейчас выгляжу, с локонами и с каким-то ярким макияжем снимаете ДТП, например, ночное. Да, иногда на местных каналах бывает и такое. Я знаю, как это, когда ты ведешь какой-то эфир, и тебя собирают и готовят гримеры к этому эфиру, а потом оказывается, что ты в этот же день дежуришь в новостях, и происходит какое-то чрезвычайное происшествие, и ты в этом всем едешь на этот взрыв или пожар,
И если вы понимаете, что это будет крайне комично смотреться, в таком случае не записывайте стендапы. Если вы попали в такие условия, когда вы не можете быстро выпрямить волосы, собрать их, вы просто не успеваете снять эти тонны косметики эфирной, просто не записывайте этот стендап, конечно, трагедии не произойдет. Но когда вы намеренно так выглядите каждый день, как будто вы идете на подиум, понимая, что, возможно, вы попадете на съемку в детский дом, или будете снимать сюжеты о каких-то болезнях, или будете в больнице, или будете находиться в разрушающихся домах, где семьи годами борются за то, чтобы им починили крышу и живут в ужасных условиях. Подумайте, насколько ваш внешний вид будет уместен. И противоположная сторона, когда вы совершенно за этим не следите, расслабляетесь, не думаете о том, что вы выглядите неаккуратно, неопрятно, и зритель, пока вы будете находиться в кадре, все время будет смотреть на то, почему у вас не выглажена рубашка, или что это за странный свитер старый, или рассматривать какие-то картинки у вас на одежде. Поэтому ваша одежда должна быть сдержанная, аккуратная, и вы должны выглядеть уместно. И как бы это болезненно ни звучало, знаю по себе, но ваши большие серьги, яркие кольца, браслеты, это тоже все нужно убирать. Да, я знаю, что стендапы — это не самая комфортная история. Одно дело, когда ты пишешь стендап в какой-то комфортной тебе обстановке, а другое дело, когда на тебя смотрят еще 100 пар глаз, в лучшем случае. И ладно, если это какое-то яркое, громкое событие, и они еще чем-то заняты, а я прекрасно знаю, насколько это некомфортно, когда ты снимаешь какое-то мероприятие в театре, и за 5-10 минут до начала представления или награждения ты хочешь записать стендап или же на сцене с фоном на зал, или же прямо в зале, и там идеальная тишина, и 500 человек, которые смотрят на то, как ты заговариваешься и ошибаешься. Единственное, что я могу посоветовать вам в этой ситуации, это относиться к этому проще. Это ваша работа. Ничего страшного в том, что вы оговариваетесь, нет. А эти люди все равно забудут об этом через 5 минут. Как только вы начнете относиться к своим ошибкам и оговоркам проще, вам будет проще записывать эти стендапы. В любом случае, готовьтесь к ним и практикуйтесь. И у вас все выйдет. Удачи!